Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре у нас смартфон от компании Xiaomi Poco X3 GT. Это будет полный и детальный обзор данного смартфона. Затронем все аспекты данного девайса, начиная от распаковки внешнего вида и оканчивая тестами процессора, производительности в играх, а также заострим больше внимания на камере, фото и видео возможностях смартфона. Если ты рассматриваешь данный смартфон к покупке, ты попал на нужное видео. Видео получилось длинным, но информативным. Поехали! Смартфон поставляется в черной коробке. На лицевой стороне и сбоку название смартфона Poco X3 GT и 5G. Сзади все характеристики смартфона. Заказывал себе смартфон черного цвета с 8 гигабайтами оперативки и 256 гигабайтами встроенной памяти. Также доступен вариант со 128 гигабайтами памяти. В продаже доступен смартфон в сером, синем и белом цвете. Покупал на Алиэкспрессе. Внутри желтый конверт, в котором скрепка для открытия сим-лотка, наклейки с логотипами Poco, всякие инструкции и книжки, которые никто не читает. Также очень приятный бонус — переходник Type-C на разъем 3.5 джек для проводных наушников. Да, в смартфоне нет 3.5 джека, так что придется пользоваться Bluetooth наушниками или использовать данный переходник. Еще в комплекте силиконовый прозрачный временный чехол. Сам смартфон, к которому мы вернемся немного позже. Еще в комплекте шнур Type-C для зарядки смартфона и огромная зарядка на целых 67 Вт, которая заряжает данный смартфон от 0 до 100 за 45 минут. Снимем все наклейки. Видим, что на смартфоне наклеена сразу защитная пленка, что очень приятно. Цвет корпуса переливается от темно к светло-серебристому цвету с зеркальным эффектом. И смартфон будто сделан из зеркала. Выглядит прикольно. Внизу корпуса есть небольшая надпись Poco. Сверху находится блок камер с основной 64 мегапиксельной светочувствительной камерой с апертурой 1.79, 8 мегапиксельная широкоугольная камера, 2 мегапиксельная макрокамера и двойная вспышка. Кто знает, что вот это красная и серая точка, может это какой-нибудь датчик? Напиши в комментарии, если знаете. Корпус смартфона из глянцевого пластика, который любит собирать отпечатки пальцев. Скорее всего, ты будешь носить его в чехле. Кстати, в стандартном прозрачном чехле смартфон выглядит вот так. Но на первое время сойдет, пока не закажешь себе другой. Я вот заказал себе вот такой чехол. Выглядит прикольно. А самое главное, благодаря шероховатости и фактуре в руке сидит отлично и не выскальзывает, защищает блок камер и делает отступ от стекла. А блок камер нужно защищать обязательно. Блок камер выпирает от корпуса на 2,5 мм, так что если ложить смартфон тыльной стороной, весь вес будет на блоке камер. Так что чехол, на мое мнение, обязателен. В описании оставлю ссылку на этот чехол. И еще пару вариантов прикольных чехлов для Poco X3 GT. Вес смартфона всего 196 грамм, а размеры смартфона 76, 163 и толщина 9,1 мм. Не сказал бы, что смартфон толстый. Включаем смартфон и да, вибра здесь отличная. Вибромотор линейный отличного качества. С правой стороны находится кнопка включения-выключения со встроенным сканером отпечатков пальца и качелька громкости. Кнопка разблокировки находится в нужном месте. Сканер отпечатков пальцев срабатывает быстро. Разблокировка по лицу также срабатывает хорошо. Сверху находится микрофон шумоподавления, инфракрасный порт, что бывает очень пригождается для управления телевизором, кондиционером или другой техникой, и динамик. В смартфоне стереозвучание. Динамик находится сверху и снизу. Снизу еще находится микрофон и Type-C порт для заряда. Повторюсь, что разъема под проводные наушники в смартфоне нет, но есть возможность использовать проводные наушники через переходник, что идет в комплекте. Сим-лоток разместили с левой стороны.
Он для двух сим-карт. Именно поэтому я брал смартфон с максимально доступной памятью 256 гигабайт, так как мне важно, чтобы было две активные сим-карты. Индикатора уведомлений, к сожалению, нет. Экран IPS 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, что дает отличную детализацию картинки. Заполнение экрана к корпусу 85%. Экран сочный, цвета насыщенные, плотность пикселей 399 ppi, детализация шикарная, яркости хватает, на солнце все видно. Снизу присутствует небольшой подбородок, вырез в виде дырки под переднюю 16-мегапиксельную камеру. Экран защищает новейшее каленое стекло Gorilla Glass 7 Victus, которое стойкое к ударам и царапинам. На смартфоне установлена из коробки стабильная MIUI 12.5.2 на 11 Android. Есть много предустановленных приложений, которые нужно будет почистить. Смартфон часто обновляется и уже прилетела MIUI 12.5.5. Экран поддерживает частоту кадров 120 Гц, что делает плавную и быструю навигацию, приятную глазу. Работает смартфон шустро и плавно. Фризов нет, все летает. В смартфоне 8 гигабайт оперативной памяти, но ее можно расширить еще на 2 гигабайта за счет встроенной памяти. Хотя 8 гигов, я думаю, вполне хватает на все повседневные задачи. Теперь по железу. В смартфоне новейший и мощный 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 1100, 4 ядра из которых Cortex A55 на 2000 МГц и 4 ядра Cortex A78 на 2600 МГц. Графический ускоритель Mali G77. В AnTuTu тесте Poco X3 GT набирает почти 600 тысяч баллов, что очень даже неплохо. Он перегоняет Xiaomi Mi 11 Lite и Poco X3 Pro. Throttling тест запускал по-взрослому, 100 потоков на протяжении 15 минут. После 10 минут throttling теста смартфон начал проседать и нагрев достигал до 50 градусов. По результатам теста максимальная производительность 366 Гц, среднее значение 284 и минимальное 198 Гц. Мощности хватает для воспроизведения роликов в YouTube 4К 60 FPS без подлагиваний. Внутренняя память смартфона скоростная, UFS 3.1. На тестах считывания блока доходит почти до 2 ГБ в секунду, а записи 1 ГБ в секунду. По играм смартфон показывает себя как для среднего ценового сегмента прекрасно. Вверху специально включил функцию отображения кадров, и давайте немного поиграем. Call of Duty настройки на ультра. Держит 60 FPS без фризов. PUBG настройки графики на самых высоких.
Shadowgun Legends. Настройки на ультра. Держит от 50 до 60 кадров в секунду. Очень редко бывают микрофризы в тяжелых ситуациях. В танках также установил настройки графики на высокие. 60 FPS держит почти всегда. Временами есть просадки до 50 FPS. Как видим, данный смартфон можно рассматривать как игровой, и все известные игры он тянет на высоких настройках. По автономности. Емкость аккумулятора 5000 мАч, что дает целый день в играх или просмотра фильма онлайн. При обычной работе смартфона хватает на 2-2,5 дня, а с помощью родной зарядки на 67 Вт смартфон заряжается до 85% за 30 минут, а от 0 до 100 за 43 минуты. По звучанию звук меня порадовал. Как я говорил, в смартфоне есть стереозвук, а сами динамики от компании JBL. Звук чистый и громкий. Также доступна функция Dolby Atmos, при активации которой звук встает как с небольшой колонки. Звук объемный, но встает немного глуховатым. Рекомендую настроить эквалайзер для лучшего звучания. Мои настройки эквалайзера выглядят вот так. Конечно, на камеру звук не передать, но вот так смартфон звучит без функции Dolby Atmos. А так с ним. Разговорный динамик хороший. Собеседника хорошо слышно. У данного смартфона проблем с датчиком приближения нет. GPS работает отлично, ловит спутники за пару секунд, с точностью определения до 1 метра. В смартфоне есть NFC модуль, бесконтактные оплаты работают без проблем. Насчет сети, есть слухи, что данный смартфон может не работать с некоторыми операторами из-за отсутствия стандарта Band 20. Знаю точно, что в Украине и Польше данный смартфон отлично ловит связь и проблем никаких нет. Если у кого есть проблемы со связью, пожалуйста, отпишись в комментарии. По камерам. Основной модуль камеры на 64 мегапикселя с диафрагмой 1.79 позволяет получать шикарные фотки с размытием фона. Вот пару фоток с него. Если сравнивать конкурента данного смартфона Redmi Note 10 Pro, у которого 108 мегапикселей, то Poco X3 GT его уделывает по качеству фото и видео. Доступен портретный режим, где есть возможность регулировать степень размытия фона перед тем, как сделать фото, и после съемки. Вот фото портретного режима. И можно посмотреть, как выделяется человек и отсекается задний фон. Вот еще несколько примеров фото, сделанные на Poco X3 GT. Доступны различные режимы съемки, HDR и интеллектуальный режим. Фотки получаются шикарные, насыщенные и детализированные. Ночью дела обстоят не очень. В обычном режиме все печально. В режиме ночь немного лучше и видно больше деталей. Тестирую сейчас Google камеру для данного смартфона. Она вытягивает больше деталей в ночном режиме, а также позволяет делать астрофото. Кстати, вот пример фото фронтальной 16 мегапиксельной камеры с обычной камеры и Google камеры.
Сразу видно, что Google камера справилась лучше. Есть еще много разных фишек в Google камере, но данное видео не о ней. Это тема для другого ролика, так что подпишись, чтобы не пропустить видео по установке и разбору возможностей Google камеры для Poco X3 GT. Дальше у нас широкоугольная камера на 8 мегапикселей, и вот примеры фото, сделанные на нее. И пару фоток с 2-мегапиксельной макрокамеры. По видеовозможностям Poco X3 GT может записывать видео в разрешении Full HD 60 кадров в секунду и 4К 30 FPS. При этом есть возможность включить электронную стабилизацию. А сейчас тест-записи на основной 64-мегапиксельный модуль камеры. Включена электронная стабилизация. Видео в разрешении 4К 30 FPS. Снимаю сейчас неподвижно, чтобы можно было оценить качество видео без движения. А теперь не спеша пройдемся, где можно оценить качество отрабатывания стабилизации при ходьбе. Смартфон держу в одной руке, и я не стараюсь держать смартфон неподвижно. Иду обычным шагом. Также можно оценить качество записи микрофона. Проверим автофокус на скорость срабатывания. И давайте немного пробежимся, чтобы полностью оценить, на что способна электронная стабилизация на Poco X3 GT. Проверяем суперстабилизацию, которая работает в разрешении 1080p. И давайте немного пробежимся. Снимаю видео в 4К 30 FPS без стабилизации. При включенной стабилизации видео немного обрезается, тем самым ухудшая качество картинки. И вот так снимает данный смартфон на основную камеру без стабилизации. Проверяем 8-мегапиксельную широкоугольную камеру. Включена электронная стабилизация. Максимальное разрешение записи 1080p. К сожалению, 4К недоступно. Проверим, как отрабатывает электронная стабилизация при ходьбе. Немного пробежимся. И как срабатывает автофокус. Отключил электронную стабилизацию, которая обрезает немного видео. И вот так снимает 8-мегапиксельный ширик смартфона Poco X3 GT без стабилизации. И, конечно же, тест-записи на фронтальную 16-мегапиксельную камеру, включенной электронной стабилизацией. И можно проверить, как она отрабатывает. Напомню, что максимальное разрешение записи видео 1080p 30 FPS. Еще одна функция, которая мне очень понравилась, это режим профи. Здесь можно выставить ручные настройки видео и фото, настроить баланс белого,
выставить ручной фокус, установить выдержку для киношного смаза и настроить ISO. Можно записывать видео в формате log, включить функцию фокус-пикинга, а также вспомогательную функцию отображения засветов. Все это доступно и для фоторежима. В режиме профи фото можно делать в режиме RAW. Таймлапс доступен в режиме 4К. Замедленная съемка в 1080p 120 кадров в секунду и при 720p 240 и 960 кадров в секунду. Резюмирую, я очень доволен покупкой данного смартфона. Выбирал смартфон лично для себя, для повседневных задач. При покупке выбирал между Poco X3 Pro и Realme 8 Pro. И я ничуть не пожалел о своем выборе, когда взял и протестировал данный смартфон. Искал для себя универсальную рабочую лошадку за адекватные деньги. Все, что мне нужно, в нем есть. Прикольный дизайн, NFC-модуль для платежей, хороший стереозвук, инфракрасный порт для управления техникой, быстрый и точный GPS, поддержка 5G, 8 гигабайт оперативки вполне. Да, еще можно расширить до 10 гигов. Отличная камера, которая может писать видео в 4К 30 FPS с хорошей рабочей стабилизацией. Особенно мне зашел режим профи для подсъема материала для роликов и мощный процессор, который тянет все игры. Единственное, что не хватает для меня, так это индикатор событий, к которому я привык на старом своем смартфоне. А так однозначно топ за свои деньги. Спасибо за поддержку в виде лайков и комментариев. Также звони в колокол и подписывайся на канал, чтобы не пропустить видео по установке и настройке Google камеры к этому смартфону. Также смотри и другие мои видео. Я уверен, что ты найдешь для себя что посмотреть. До скорой встречи, друзья. Пока!